Друзья, всем привет! В настоящее время очередную тревогу бьет немецкая ассоциация городов и муниципалитетов. И в чем заключается их тревога? Исполнительный директор этой организации Андре Бергергер призвал федеральное правительство, он обратился открыто с письмом, ограничить приток беженцев и указал на проблему. А проблема заключается в том, я уже давно об этом говорил, и он об этом пишет и так далее, что огромная перегрузка муниципалитетов, то есть банально беженцев, которые направляют вышестоящие власти в муниципалитеты, их просто банально негде селить. Соответственно, и финансирования тоже уже, скажем так, нет, то есть не могут выделить. Для муниципалитетов важно, чтобы число просителей убежища значительно сократилось. Нам срочно нужна передышка, говорит этот исполнительный директор этой организации. Муниципалитетам не хватает денег, чтобы предоставить больше жилья, потому что жилье закончилось, надо строить новое, надо, уже палатки там временные строят и так далее. То есть и на это все надо деньги. А беженцы ежеминутно, можно сказать, прибывают в Германию. И Германия их распределяет по местным муниципалитетам, по районам. Теперь давайте посмотрим, друзья, а сколько тратит вообще Германия, федеральный бюджет Германии на содержание беженцев. Давайте посмотрим график, я вам сейчас его прокомментирую. Расходы федерального бюджета, связанные с беженцами. Тут с 2016 года, и вот мы видим, в 2022 году было потрачено из федерального бюджета 28,4 миллиарда евро на содержание беженцев. В 2023 году 27,6 миллиардов. И в 2024 году мы видим снижение 21,3 миллиарда евро. Теперь основные расходы. Куда тратятся федеральные деньги, на что, да, на какое содержание беженцев. Значит, первое. Борьба с причинами бегства. Буду снизу вверх говорить. Значит, потрачено было за 2024 год, буду комментировать, 7,5 миллиардов. Регистрация приема первичная и размещение в процедуре предоставления убежища. 1,1 миллиард. Ну, это когда человек только приезжает, его надо сразу поселить куда-то, да, там, одеть, обуть. Вот на это все 1,1 миллиард тратится. Потом интеграционные услуги, интеграционные курсы, там, интеграция, языковые курсы 1,8 миллиардов. Социальные выплаты после процедур предоставления убежища 9,6 миллиардов. И помощь, связанная с беженцами для земель и муниципалитетов 1,3 миллиарда. То есть, помимо того, что федеральный бюджет тратит самостоятельно деньги вот на все перечисленное, он еще 1,3 миллиарда в 2024 году выделил местным властям на то, чтобы они там содержали беженцев, которые им распределяются вышестоящими чиновниками. Таким образом, на одного беженца федеральное правительство платит местным муниципалитетам денежные средства на одного беженца за 1 год в размере 7,5 тысяч евро. То есть направляют беженца и дают за него местным властям на его содержание на год 7,5 тысяч евро. Можно ли за 7,5 тысяч евро содержать человека 1 год? Конечно же нет. Для сравнения, в 2020 году федеральное правительство выделило муниципалитетам на содержание беженцев 6,3 миллиардов евро. 6,3. В 2024 году 1,3 миллиард. Согласно годовому отчету федерального правительства о мерах поддержки земель и муниципалитетов в связи с расходами на беженцев и интеграцию, федеральное правительство выделило землям и муниципалитетам сумму в размере 6,3 миллиарда евро. То есть, как мы с вами видим, финансирование значительно сократилось. В 2020 году 6,3, в 2024 году 1,3. То есть на 5 миллиардов меньше. Так вот, друзья, это еще не все. Муниципалитеты, получив 7,5 тысяч евро на одного беженца, они тратят еще
деньги и со своего местного бюджета на содержание этого беженца. И суммы варьируются от 15 до 20 тысяч евро на одного беженца. Федеральное правительство платит 7,5 тысяч евро на одного человека в год. Тем не менее, реальные расходы на размещение, уход и интеграцию беженца составляют от 15 до 20 тысяч евро. Расходы на детские сады и школы даже сюда не включаются. То есть, таким образом, исходя из вышеуказанной мной информации, один беженец Германии, федеральному бюджету Германии и бюджетам муниципалитетов, местных бюджетов обходится в примерно плюс-минус 25 тысяч евро. Один беженец. За один год. И львиная доля этих расходов покрывается за счет местных бюджетов. Теперь понятно, да, почему местные власти бьют тревогу. И постоянно, там практически, если так почитать, то ежемесячно они, публикуют отчеты, какие-то там призывы к правительству и так далее, чтобы уменьшили миграцию. Потому что они тратят свои деньги. Федеральное правительство принимает программы, принимает этих беженцев и распределяет. Ну и дает, конечно же, деньги муниципалитетам, мы видим какие 7,5 тысяч, но львиную долю тратят муниципалитеты и местные власти. И это ответ на вопрос, а почему же до сих пор Германия является привлекательной для потенциальных просителей убежища. Вот вам ответ. Какой афганец, к примеру, да, если мы возьмем беженца из Афганистана, может заработать даже у себя на родине 25 тысяч евро? Обычный человек. Конечно, нет. Поэтому они все и стремятся, многие из них, именно беженцы, попасть в Германию. Именно в Германию. Потому что тратятся вот такие деньги. 25 тысяч евро. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.